Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас снова приветствовать у себя на канале. У нас необычный сюжет. Мы с вами будем двигаться по автомобильной дороге федерального значения А107. Поговорим о трассе, о том, что происходит вокруг нее. Многие задают вопросы, просят рассказать о основных трассах, о том, что происходит за пределами города. Есть очень много сомнений, есть сплетен и слухов разных, которыми пользуются у нас активно разные люди, которые редко бывают в Москве, иногда и вообще не бывают. И вот, собирая сплетни, перетирая их, говорят очень много разного. Итак, в разрез этого всего у нас как раз будет такая зарисовочка. Вот обратите внимание, ранее были вот такие выезды. Данный выезд идет из города Щелково и выходит как раз на Московское Малое Кольцо. Вот так вот оно выглядело ранее, то есть оно имело одну полосу движения в одну сторону и в другую. И вот параллельно уже как раз старой бетонки возводится новое полотно, по которому мы с вами, естественно, проедем. Будет съезд. Движемся мы в сторону Софрина, о чем нам напоминает навигация. И вот такой как раз вот временной съезд со старой трассы, можно так сказать, которая имела одну полосу в одну сторону, одну в другую. Это уже, можно сказать, история. И вот мы выехали на новое полотно, которое имеет пока две пропускные полосы в одну сторону и в другую, но на самом деле это вот одна сторона новой автомобильной дороги, бетонки, в простонародье так ее называли. И вот вы видите шумоотражающие листы, то есть столбы для установки, новые эстакады, вот так вот они выглядят. Трасса будет, естественно, бессветофорной, свободной, уже готово освещение и многое построено уже здесь для того, чтобы в скором будущем уже запуститься. Я надеюсь, что трасса уже частично будет открыта в конце этого года. Напомню, что съемка ведется в августе 2019 года. И где-то зимой 2019 года, либо уже в начале 2020 года отдельные участки этой новой дороги будут открыты. Вот так вот выглядела, повторюсь, старая трасса. Она не имела никакого освещения, навигация сложная, то есть в темное время суток было достаточно тяжело здесь перемещаться. Когда-то также выглядела Московская кольцевая автомобильная дорога МКАД. Ее ранее называли дорога смерти, потому что никакой безопасности, в принципе, она не имела. Никаких ограждений, повторюсь, никаких вот световых зон и так далее, и так далее. И, конечно же, в наше современное время это уже вон вопиющий момент, и он требует тщательного внимания, изменений, модернизации, что, собственно говоря, и происходит. Мы будем потихонечку двигаться. Сейчас вот мы вышли на уже внешнюю сторону, до этого мы двигались по внутренней части дороги. Вот вы видите, что с противоположной стороны точно так же в две стороны имеют полоса пока движения, то есть две полосы будут в каждой стороне. Движение плотное, я специально выбрал фуру для того, чтобы можно было ориентироваться по ширине полосы, как она будет смотреться, потому как по этой трассе очень много большегрузных машин ходит, и вы это как раз видите. Плотное движение фур идет. И вот так вот со стороны мы будем с вами наблюдать за тем, что происходит за окошком, как выглядит новая трасса, как выглядела старая, потому как в скором будущем она станет уже историей, как дорожники обходили какие-то жилые сектора. Ну, в данном случае это либо
товарищества садовые, либо коттеджные какие-то поселки. На мой взгляд, решение было грамотное. Конечно же, где-то кому-то компенсировали в том плане, что что-то снесли, но в большей степени очень четко маневрировали. Где-то петли какие-то посрезали, сделали более плавную, построили эстакады, мосты. Вот вы как раз видите один из примеров через речку Воря. И вот так мы, двигаясь по старой полосе, видим параллельно новую. Итак, что же из себя представляла автомобильная дорога А107 федерального значения? То есть она называется как Московское Малое кольцо, то есть имеют неофициальные названия, как Малая бетонка, так называют ее в простонародье иногда, просто бетонка, Первая бетонка и вот, как я уже говорил, 50-километровка. Это по приблизительному расстоянию от нулевого километра, который расположен в центре Москвы. То есть это кольцевое шоссе, которое проходит по Московской области. Проходит оно через такие города, как Ногинск, он расположен позади нашего движения, также Электросталь, Бронницы, территорию Домодедово, Селятина, Звенигорода, Черноголовки и Софрина. То есть Софрина — это в ту сторону, куда мы движемся. Часть дороги проходит также по территории Новой Москвы. Это в районе Троицкого округа. То есть общая протяженность дороги около 330 километров. С 1 января 2018 года нулевой километр трассы отчитывается от трассы М10 «Россия». И вдоль шоссе расположен ряд объектов оборонного назначения, так называемое Золотое кольцо ПВО. Но об этом мы по истории чуть-чуть попозже поговорим. То есть интенсивность движения примерно от 3000 до 7000 автомобилей в сутки. То есть практически на всем протяжении движения проходят, вот как я уже говорил, две полосы, по одной в каждую сторону. Вот разделительных полос, к сожалению, нет. Ну и на большом участке обгон вот по старой полосе был запрещен. Скорость движения даже вне населенных пунктов часто ограничивался там до 40, до 60 километров в час. Где-то поднимается до 80. Ну и вот старая дорога проходит напрямую через крупные населенные пункты, к сожалению, которые не имеют развязок. И в результате создаются серьезные сложности в организации движения. В городах есть ограничение потока по самой дороге. И в результате запрета также движения грузового транспорта, который на МКАДе, да, введенного правительством Москвы, значительно выросла вот нагрузка на данную дорогу, что на отдельных участках привело к огромным многокилометровым пробкам. Особенно остро это видно на железнодорожных переездах. Мы один из будем с вами проезжать. И вот в этих местах, которые проходят относительно крупные населенные пункты, возникали заторы и действительно серьезные проблемы. Начиная с 2015 года начались работы по реконструкции кольца. С середины 2015 началось строительство ряда развязок для съезда с кольца на второстепенные дороги. И с конца 2015 началась вырубка леса, необходимая для увеличения плотности дороги. Но потом, спустя некоторое время, более плотно пошли инженерные коммуникации, работали вот проектировщики, инженеры, прокладывали, метили, все это дело рассчитывали. И вот не так давно это все дело запустили. Вот уже где-то с того примерно года активно это все дело везется. Вырубался, конечно же, лес, разравнивались. И вот обратите внимание, сколько мы с вами движемся. Примерно наш путь за это время будет около,
почти, наверное, километров 30 мы с вами пройдем в этом сюжете. Вы убедитесь в том, что это будет беспрерывно. Ну и также посмотрите на те красоты, которые нас будут во время движения окружать. Вот вы видите площадки для транспорта, для строителей, как и частного пользования, на котором приезжают на работу, но также для спецтехники, подвозят коммуникации, ведется активное строительство, много на протяжении всего пути встречается вот техника, она постепенно перемещается на разные точки, где-то более нужнее она, то есть такие важные объекты, которые вот-вот должны запуститься. Ну и подчеркиваю, что постоянно вот нас будет сопровождать изменения. Многие, конечно же, уже это заметят, потому как мои ролики смотрят люди, которые когда-то жили, живут, работают, приезжают, пользуются дорогами основными, также теми дорогами, которые соединяют города, планируют приобрести недвижимость как за пределами города, так и в самой Москве. Ну и вот часто такие дороги важные для того, чтобы можно было из одного пункта в другой проехать. Тем более сейчас задача у властей стоит расширить дороги, которые подходят и уходят, так сказать, артерии города, для того, чтобы люди в свои дачные, загородные дома могли беспрепятственно добираться. И такие ролики у меня, конечно же, будут. Уже есть про Ярославку отдельный сюжет. Сейчас вот очень мощные работы там ведутся по расширению трассы, которая вот выходит на Бетонное кольцо. Я обязательно сделаю еще одну зарисовку и приложу ее, чтобы было видно. Ну и, соответственно, чтобы эти дороги были связаны между собой, вот идет большая реконструкция этой дороги. То есть небольшая история по поводу кольца. То есть наряду с Большим кольцом было сооружено в 1950-х, 60-х годах, то есть в те же самые годы, когда строился МКАД, для вот удовлетворения военно-транспортных нужд, противовоздушной обороны Москвы. Вот. И были построены из нескольких слоев бетонных плит, вот особенно Большое кольцо, которое могло выдерживать вес многотонных ракетных тягачей. Вот как раз и была построена бетонка. То есть до 90-го года Московское Малое кольцо, как и Московское Большое кольцо, не было обозначено на картах, в дорожных атласах. Правда, еще в 1956 году был выпущен Главным управлением геодезии и картографии путеводитель с картой Подмосковья тиражом примерно 100 тысяч экземпляров, с обозначенной большой бетонкой и отдельными малыми участками, также вот Малого кольца. Информация о подобных дорогах со временем распространялась среди местного населения, и оба кольца стали дорогами общего пользования. Сначала они по факту использовались, а в конце 80-х годов уже стала юридически закреплена эта информация. То есть постепенно бетонные плиты покрывались асфальтом, и однако в народном сознании кольца так и оставались бетонками. В 1988 году была выпущена первая карта, а в 1991 году первый атлас дорог Московской области, где Московское Малое кольцо уже было отмечено. Вот обратите внимание, здесь вот на возвышенности очень хорошо с правой стороны, как новая трасса обходит жилые сектора, то есть вот с левой стороны большой коттеджный поселок, можно так назвать, а с правой стороны как раз вот идут жилые комплексы, либо дачи, либо садовые товарищества. И вот там вот чуть ниже видно, как ведутся работы по прокладке новой трассы, временные съезды в объезд, потому как возводятся эстакады,
я напомню, это делается для того, чтобы трассы были бессветофорные, чтобы вот подобного круга, который мы сейчас с вами тоже Красноармейское шоссе проехали, которое выходит в город Пушкино, по левую руку как раз у нас примерно где-то там, вот, чтобы не было никаких заторов и проблем, вот создаются как раз такие временные развязки, ну а в дальнейшем уже будет полностью сделана дорога без светофоров, без переходов. Все это будет сделано на высоком уровне, и, конечно же, пропускная способность возрастет. Вот как раз вы видите с правой стороны большие площади каких-то товариществ. Ну, то есть здесь как раз новая трасса обошла стороной. Где-то могли бы, конечно же, и пострадать, если бы рядом проходило и с левой стороны какие-то вот дачные кооперативы, можно так сказать, или участки земли. И вот где-то рядышком бы, если бы прокладывали необдуманно, конечно же, это все дело бы пострадало, и жителям было бы сложнее здесь уживаться. И, как говорится, вот, чтобы одно другому не мешало, проложили очень грамотно, обходя стороной. Многое, конечно же, было сделано. Вот трассу проходит справа. Сейчас вот мы обгоним, пройдем немножко этот участок побыстрее и как раз выйдем с правой стороны. У нас будет параллельно нашему движению. Вот обход этого жилого сектора, она появится снова здесь. Но обратите внимание, мы все-таки делаем какие-то петли, круги, обходим то вправо, то влево чуть-чуть. Но вот новая трасса, она уже будет более такой прямолинейной, можно так сказать. То есть где-то вот эти вот петли будут срезаны. Значит, ну, скажу о том, что очень много развязок. Трасса имеет эстакад, мостов. То есть многоуровневые развязки. Вот она как раз справа появилась, обошла жилой сектор и вышла здесь. Временные стойки стоят, потом будут переделываться в каменные. То есть трасса имеет развязки с М11, М9 Балтия, М8 Холмогоры, М7 Волга, М5 Урал, М4 Дон, М2 Крым, М3 Украина, М1 Беларусь. И на пересечении с М10 России и другими федеральными дорогами устроены обычные регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Вот построены эстакады над железными дорогами Нижегородского, Казанского, Павелецкого, Киевского, Рижского, Савеловского направлений. Над Николаевской дорогой 2 эстакады БК МЖД, пересечение железнодорожными дорогами Ярославского, Рязанского, Курского, Белорусского направлений и некоторыми их ответвлениями вот организованы в виде одиночных двухполосных переездов. Ну и вместе с пересечений водных путей построены крупные мосты над Москвой-рекой в Броницах, над каналом имени Москвы и около Игши. Вот такая, можно сказать, в целом важная и нужная трасса, которая действительно в наше современное время уже требует давным-давно модернизации. Когда-то и Московская кольцевая автомобильная дорога, повторюсь, напоминала то, что примерно представляет собой сейчас старая часть Малого кольца. Ну и вот вы видите, строятся эстакады для того, чтобы была связь между, ну, условно, внутренней частью этого кольца и внешней. Вот вы видите, дорожная техника продолжает все-таки следить и за старой частью этой дороги. Многое будет переделано, многое модернизировано. Части дорог уже используются для развязок, поскольку есть вот временные. И вот мы приближаемся уже к Ярославскому шоссе. Здесь вот наращивают высоту для того, чтобы была
эстакада, которая переброшена будет через Ярославское шоссе. Мы как раз ее видим. Вот съезд уже. И вот она с правой стороны появляется. Новая развязка. Вы ее видите сквозь лесную массивы. Здесь вот есть некоторые ограничения, потому как там, уже в результате дорожно-транспортных происшествий вот справа как раз обочина, влетела фура, повредила опору, и требует уже дорога внимания. Где-то разбираются эстакады для того, чтобы была возможность проложить широкую трассу. Многие будут удивлены, потому как в этих местах когда-то собирали грибы. Вот старая развязка Ярославской дороги, которая уходит и в Софрино, вот стоит указатель с правой стороны. И, конечно же, мы с вами немножечко дальше проедем, чтобы у вас было понимание, что происходит на железнодорожных путях. Вот такие уже стоят перебросы, быстро возводятся вот эти вот подводы к ним, скажем так. Обратите внимание, какая высота, сколько карьеров было опустошено, наверное, можно так сказать. Вот сколько сюда привезли этого материала. И вот мы движемся уже с вами почти 20 минут с лишним, да, и все это без перерыва. То есть это большой труд, гигантские силы были брошены для того, чтобы это дело вот уже выглядело так, как вы видите сейчас. С левой стороны вы видите, расчищено все. Это временные объезды для того, чтобы можно было построить и технические съезды какие-то, технологические для транспорта, и вот эти вот подводы техники для строительства эстакад. И все это дело не стоит, вот оно ждет своего часа, силы будут переброшены сюда, и, конечно же, в самое короткое время это все быстренько возведется. Вот так вот прямо уходила старая дорога, мы сейчас едем по временной, можно так сказать, и с левой стороны, конечно же, уже основная трасса. Что-то делается там, потому как к Софрино подводятся дополнительные разъезды и связки к строительным магазинам, которые с правой стороны мы видим. Вот примерно это здесь вот. Вот она, старая часть той самой дороги бетонки, которая вот проходит вдоль как раз садовых товариществ, дач. Вот так вот она выглядит. И, конечно же, параллельно идет новая трасса, новое малое Московское кольцо. Вот такие виды природные нам видны по ходу нашего движения. И, конечно же, уже в большинстве случаев многое сделано. Остается установить щиты. Как вы видите, на протяжении всей дороги стоят столбы для того, чтобы листы были установлены. То есть будет поглощаться шум. Никакие животные не попадут уже на трассу просто так, потому как на Московской вот этом малом кольце часто встречались грузовики, особенно в темное время суток, которые сбивали животных, лосей. То есть я это часто сам наблюдал, и это, конечно же, подтверждаю. И вот как раз вы видите новые эстакады, новые мосты, развязки. И обратите внимание, что на протяженность вот всего нашего движения охвачена вот строительством, полномасштабная крупная стройка, новая трасса, нужная для городов. И в ответную тем людям, которые задают вопросы по поводу того, что отъедь чуть подальше и ты увидишь, что ничего не делается, вот вам ответная часть. Вот здесь вот как раз будет железнодорожное сообщение, подводится как раз эстакада над железнодорожным сообщением. И, конечно же, то, что раньше переезд перекрывался, здесь возникали большие проблемы, очень большие пробки, проблематично было пересекать вот такие участки. Всегда люди готовились уже к тому, что встанут в пробку, и вот будет все это в скором будущем уже без светофорных. Вот таким получился
очередной мой сюжет вразрез с тем, кто веет сплетни, слухи и всякую чушь по поводу того, что за пределами Москвы нет никакой жизни, ничего не развивается. Развиваются и города, развиваются малые районы, поселки городского типа, делаются новые трассы, новые дороги, новые развязки, эстакады. Конечно же, мы это будем показывать по мере своих сил и возможностей и отвечать как раз вот на те самые слова обидные или какие-то грустные нотки своими яркими сочными зарисовками по поводу того, как все изменяется. Но я буду завершать свой сюжет. Предлагаю вам посмотреть другие ролики, которые доступны по вот этим ссылкам. Ну и мое традиционное «ну а пока».